Ночная прогулка. Автор Алексей Чайкин. Весь день и большую часть вечера этой пятницы я провел на работе. Как всегда, оврал. Все всем нужно срочно и к концу дня. По пятницам иначе и не было. Вернувшись из офиса, я планировал на большую часть ночи погрузиться в мир сетевых игр. Хоть какое-то успокоение после трудового дня. Пара банок энергетика на столе, и можно играть до самого рассвета. Вот, кстати, с этих банок все и началось. Не обнаружив дома ярких баночек, я собрался с силами, победив свою лень и усталость, и вышел из дома. Путь до заветного круглосуточного киоска должен был составить не более получаса. Что ж, оно того должно стоить. Напялив на себя спортивный костюм, кроссовки и набросив сверху легкую осеннюю куртку, я вышел на улицу, о чем, кстати, сильно пожалел. Ноябрь. Повалил первый снег. Кроссовки с трудом справлялись с тем, чтобы удержать меня на ногах. Остальные элементы гардероба и вовсе оказались не к месту. Я сильно замерз. Воткнув в уши уже холодные наушники, я ускорился. Боль от замерзших резинок в ушах долго не проходила, поэтому я погрел наушники, поочередно на них подышав, и снова воткнул в уши. По истечении половины пути я наблюдал всю прелесть первого снега ночью. Он лежал ровным слоем, укрыв тротуары, газоны и дороги. В такое позднее время мало кого можно встретить из прохожих. Это помогало сохранить красоту. А желтый свет от фонарей добавлял этой ночи романтики. Наслаждаясь окружающей красотой, я даже позабыл про холод. Лишь противно текущие сопли напоминали мне о нем. Продолжая двигаться, соответствуя быстрому ритму музыки, я что-то почувствовал. Даже сейчас я не могу понять, что это было. Страхом или тревогой это не являлось. Это чувство доставляло явный дискомфорт, заставляя периодически оглядываться. Некое чувство тревоги. В очередной раз оглянувшись, я заметил нечто странное. Во всех домах позади меня больше не горел свет. В тот момент я готов был поклясться, что свет был. Фонарные столбы также следовали примеру домов. Отметив для себя эту странность, я ускорил шаг, несколько раз поскользнувшись из-за этого. Необъяснимое замешательство в голове усиливалось. Я снова поскользнулся. На этот раз мне не хватило ловкости удержать себя на ногах, и я упал, сильно ударившись коленом. Уже лежа я ощутил какое-то давление. Что-то необъяснимое словно нависло надо мной. Я вытащил из уха наушник, второй выскочил сам еще при падении. Меня окутала тишина. Тишина, которой не должно было быть, хотя бы из-за наличия неподалеку железнодорожного вокзала. Уж там всегда было движение, сопровождаемое шумом. Я поднялся на ноги, огляделся. Никого. Рядом продуктовый павильон. На другой стороне дороги всегда стояло несколько машин такси в ожидании ночных клиентов. Но не сейчас. Конечно же, не сейчас. Отбросив все мысли, я продолжил свой путь, но уже с прежней скоростью, дабы не повторить падение. Колено все еще болело. Беспокойство не оставляло меня. Тишине удавалось пролезть в мою голову даже сквозь звучащую в наушниках музыку. Нет, я продолжал слышать играющую песню, но я четко понимал, что вокруг меня все так же тихо,
что я единственный источник шума. Оглянувшись в очередной раз, я увидел позади себя быстро идущего человека. Казалось, он не сводил с меня взгляда. Иногда бывает такое, когда ты буквально чувствуешь чей-то взгляд на себе. Поворачиваешь голову на смотрящего, а он отводит взгляд. Значит, точно глазел на тебя. Вот это был как раз тот самый момент. Человек быстро приближался ко мне. Я ускорился, но, как оказалось, этого было недостаточно. Позади идущий с легкостью меня нагонял. Я бы не принял его во внимание и дал бы просто себя обогнать, если бы не одно «но». По мере его приближения я разглядел его лучше. Его одежда была такой же, как и у меня. Примерно моего роста, возможно, даже такого же. Лица я так и не смог разглядеть в тот вечер, но мне стало достаточно и того, что я смог увидеть, постоянно на него оборачиваясь. Наконец-то непонятное чувство сменилось вполне понятным. Я испытал страх. Стараясь не казаться странным, я ускорил шаг, чуть ли не переходя на бег. Я обернулся. Человек бежал ко мне. Побежал и я, подчиняясь своему страху. Обернувшись, я снова упал. Наушники привычно выскочили из ушей. Боль в колене напомнила о себе с новой силой. В тот момент я подумал, что мое колено увеличилось вдвое. Я снова побежал, больше не оглядываясь. Я повернул в ближайший двор, стараясь запутать преследователя. Киоск был уже не интересен. Домой пришлось возвращаться окольными путями. Уже в теплом подъезде я взревел от боли. Колено всячески сопротивлялось спасению остального тела. Превознемогая боль, я поднялся в квартиру. Каждая ступенька была прочувствована коленом. С трудом попадая в замочную скважину, я открыл дверь и вбежал внутрь. Как бы банально и избито ни звучало, но именно сегодня мне пришлось узнать, что значит фраза «сердце так и норовит выскочить из груди». Уже переведя дыхание, я смотрел в глазок и ждал своего преследователя. Страх не позволял отойти от двери ни на шаг. От зазвонившего в кармане телефона я чуть было не лишился души. Звонил мой приятель. «Долго ли тебе еще ждать?» Раздраженно поинтересовался приятель. «Одного тебя не хватает в команде, все ждут». «Я почти готов», — ответил я и направился к компьютеру. Недолго поиграв, я лег спать, не вспоминая о ночной прогулке. Сон быстро утянул меня в свои объятия, а мысли о проигранных матчах помогли отвлечься. Энергетики я, кстати, так и не купил.